Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает стрельцов в августе 2025 года. Первое событие, которое у нас состоится в августе, 9 числа, будет полнолуние в знаке зодиака Козерог и в вашем, соответственно, втором доме гороскопа, который отвечает за еду, ресурсы, уровень энергии, за финансы, за родительскую семью, за речь. И полнолуние во втором доме гороскопа, оно может давать большие траты, то есть крупная покупка какая-то может быть. Также полнолуние во втором доме гороскопа может давать изменение в уровне ваших доходов. Например, какой-то другой источник или какой-то источник доходов заканчивается, что-нибудь такое. Также полнолуние во втором доме может давать разрешение каких-то ситуаций, которые вы не знали, как разрешаться, которые вы ждали давно какого-то решения, какого-то результата. И могут быть какие-то важные события в родительской семье. А также это может быть, допустим, поход к стоматологу, то есть лечение зубов, лечение зрения и так далее. 11 августа из ретроградного движения в вашем 8 доме гороскопа выходит Меркурий, и он будет до 30 августа еще идти по вашему 8 дому гороскопа. Выход планеты из ретроградного движения — это период, когда разрешаются, появляется возможность закончить какие-то дела, которые застопорились, которые, может быть, у нас затормозились, когда Меркурий был ретроградным. Это в первую очередь вопросы, касающиеся у вас налогов, страховок, наследства, договоренностей в семье по поводу семейного бюджета и распределения семейных финансов. Также это могут быть какие-то исследования, если вы, например, ученый, либо вы просто по роду своей деятельности занимаетесь какими-то исследованиями, когда нужно глубоко копать, когда нужно докапываться до какой-то тайны, может быть, вы там криминалист или еще кто-то. И вот могут быть какие-то озарения, либо наконец-то что-то прояснилось. Вот все в таком роде. Также выход Меркурия из ретроградного движения может дать какую-то ясность в отношениях, может быть, в смене команды, особенно если вы, например, меняете отдел, например, на работе, либо какие-то договоренности между вами и вашей коллегой или вашим коллегой по поводу замены, смены графика. Вообще и в работе тоже какие-то тайны, сплетни могут разъясниться, разрешиться, допустим, если вокруг ходят какие-то слухи, если вокруг очень много в данный момент какой-то неизвестности, то это все может Меркурий дать возможность разрешить, либо даст какую-то ясность. С 16 августа по 16 сентября Солнце будет идти по вашему 9 дому гороскопа. Солнце будет идти по своему собственному знаку зодиака Лев, но в процессе вот этого прохождения транзита Солнце встретится с Кету. В начале транзита Солнце будет далеко, а вот ближе к концу это уже будет такое тесное соединение Солнца и Кету. В целом транзит Солнца по 9 дому гороскопа может давать такие, знаете, прояснение тоже каких-то ситуаций, как бы фокус внимания может ваш вот так вот перемещаться в сферы 9 дома гороскопа. Это отец, учитель, руководитель, это духовные какие-то процедуры, посещение храмов, это может быть венчание, это может быть поступление на учебу. Вот у вас может быть такое, что вы просто вдруг что-то поймете, либо вдруг у вас появится мысль, что надо этим заняться, может быть, поехать в какое-то путешествие, потому что это еще и дом зарубежных путешествий.
И Солнце с Кету вообще с духовной планетой, Кету считается все-таки духовной планетой, и 9-й дом это дом духовности, может давать кому-то из стрельцов участие в таких каких-то церемониях в течение этого транзита, особенно вот в начале сентября. Какие-то посвящения, может быть, духовные, какое-то, может быть, откровение и так далее. Также это могут быть какие-то тайны, касающиеся учителя, руководителя, отца, какие-то, может быть, озарения, какие-то, может быть, откровения. Точно так же это связано и с учебой, с поступлением, и, может быть, вы там для себя откроете какой-то институт, который вы раньше не знали. То есть, или, может быть, у вас появится какая-то информация и возможность для какого-то института, для какого-то поступления. Что-то вот в таком роде может быть. С 20 августа по 14 сентября Венера заходит в 8-й дом гороскопа ваш. И транзит Венеры по 8-му дому гороскопа — это интересное время, потому что это время обнуления. Очень часто в такие транзиты, как у вас сейчас вот будет по Венере, происходит следующее. Нам нужно обнулиться и подумать о том, что вот мы что-то делали не так, как нужно. И, может быть, нужно нам поменять подходы. Может быть, нам нужно посмотреть в другую сторону. Я не могу сказать, конечно, в каком процессе, в каком виде деятельности, либо в чем, но может быть такое, что вам нужно будет заново в чем-то разобраться, заново чему-то научиться, либо просто отбросить весь свой старый опыт, свою, грубо говоря, сдвинуть парадигму и таким образом достичь результата. Транзит Венеры по 8-му дому гороскопа может еще давать такие, знаете, ну, большие неожиданные расходы, конечно, могут быть. Также может быть какая-то подпитка ваших ресурсов за счет чужих денег. И все вопросы, которые у вас были перманентно в таком состоянии хроническом, их придется срочно закрывать, срочно придется решать. То есть, например, если вы тянули со сбором каких-то документов, вы знали, что вам там нужно будет собирать документы, тут хоп, раз, все, давай быстренько, 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 начинаем все собирать, начинаем все выяснять. То есть немножко включается такой режим белки в колесе, когда нужно будет срочно заниматься теми вопросами, которые вы откладывали. Также обратите внимание на транспорт, обратите внимание на, может быть, состояние обуви, одежды. Не носите, не рекомендую в этот период очень дорогие украшения носить. И еще может быть такое, что у вас в работе могут появиться какие-то тайны. Либо в работе, либо, например, могут появиться какие-то новые необходимость чего-то исследовать, да, тоже. И есть еще тенденция на то, что у вас может поменяться уровень оплаты труда, но в целом я бы сказала, что он может поменяться в лучшую сторону, потому что Венера будет аспектировать ваш 2-й дом гороскопа. Кто-то, может быть, конечно, какую-то рассрочку, наверное, может взять там кредит какой-то, и за счет этого деньги ваши увеличатся, пополнятся. Но я думаю, что у некоторых из стрельцов может происходить в этот период какое-то повышение уровня оплаты труда. Ну, такое, может быть, тайное даже, когда только вам повышают, всем не повышают. 23 августа состоится новолуние в вашем 9-м доме гороскопа. Новолуние в 9-м доме гороскопа тоже классное, я считаю, потому что 9-й дом, дом отца, учителя, руководителя, зарубежных поездок, духовных каких-то инициаций, и дом высшего образования, обучения, поэтому новолуние в 9-м доме гороскопа может кому-то дать поступление, кому-то дать зарубежную поездку, кому-то дать, ну, тоже может быть смена руководителя, например, на работе, а также участие в какой-то вот духовной процедуре, например, там пойти покреститься, такое тоже может быть. Может быть какой-то новый жизненный этап, важный у отца или у вашего руководителя, который вот тоже имеет отношение к вам. И с 30 августа по 15 сентября Меркурий будет идти по вашему 9-му дому гороскопа. Меркурий в 9-м доме гороскопа — это период, когда мы начинаем очень плотно общаться с руководителем, очень плотно общаться с учителем, очень плотно общаться с отцом, допустим. Либо очень плотно мы начинаем переписываться с институтами, с другими организациями, с зарубежными, либо с какими-то государственными органами, переписываться, общаться, ходить туда как на работу. Также это может быть выяснение информации о том, как, допустим,
поступить, о том, как приехать на учебу, то есть все, что с этим связано. Также транзит Меркурия по 9 дому гороскопа кому-то из стрельцов дает период отпуска, либо какого-то перерыва в работе, а также ваши партнеры по браку, личной жизни, то есть муж, жена, парень, девушка, могут в этот период ходить к нотариусам, адвокатам, либо вы вместе тоже можете ходить к нотариусам, к адвокатам, в государственные органы власти, обращаться за какими-то вопросами. Есть тенденция, что вы можете, допустим, целой командой куда-то ехать, допустим, в зарубежную командировку, в зарубежную поездку. И у кого-то из стрельцов это может быть период такого знакомства за границей, когда вы можете, ну, это скорее знакомство по переписке с кем-то за границей. Если вы не в отношениях, то вы можете в этот период такую активную переписку вести, письма друг другу отправлять. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи, за то, что вы делитесь этими видео с друзьями. И, конечно же, если вы не подписаны, то приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.